Вітаю вас, я Світлана. Це мій сад, який знаходиться недалеко від Києва. Я про нього розказую полезности, интересности и красивости. Сегодня расскажу вам про свой такой опыт, как я делала зоны в саду. Расскажу вам зоны отдыха, которые у меня получились и которые я еще в стадии переделки. Посмотрим, какими растениями я их оформила, правильно или неправильно я это сделала. Пройдемся по некоторым, не по всем, потому что зон отдыха мало не бывает, вы знаете сами. Сегодня очень жарко, поэтому будем опять без собак гулять под таким жарким июльским солнцем. Идемте, покажу, расскажу, возьмете себе на заметку, а возможно что-то примените и у себя в саду. Ну, во-первых, я хочу предложить вам такой формат сегодняшнего видео. Я вам покажу несколько зон отдыха, расскажу, какие там растения, какие мафы, малые архитектурные формы, это беседки, там перголы или чем можно эти зоны отдыха оформить. Еще мы посмотрим, какими растениями я оформляла ту или иную зону. Ну, зон будет всего 2 или 3, немного. А вначале я хочу сказать такое общее вступление, что часто спрашиваете, много ли места надо для зоны отдыха. Большой участок, маленький, это, конечно же, все зависит от вашего размера участка. Но когда вы будете искать место для той или иной зоны отдыха, учитывайте, что вы там хотите делать. Возможно, вы хотите полежать на шезлонге, почитать книжку, послушать музыку. Этот шезлонг можно поставить совсем в маленький уголочек сада. Главное, чтобы там была тень, потому что всегда на солнце загорать и сгорать. Лучше, чтобы тенек прикрывал немножко, ажурная тень. Расположите где-то в тени деревьев или хвойных, или где-то места надо немного. Если ваша зона предусматривает отдыха большое количество гостей, людей, вы будете там жарить шашлык, танцевать, отдыхать, то тут понятно, что надо большая мангальная зона, площадка, где удобно ходить, или хороший ровный газон. Все зависит от пожеланий. Можно поставить маленькое кресло где-то в уголочке, сесть тихонько и отдохнуть, как иногда делаю я, от собак, от шума, от гамма. И что интересно, от цвета. Я ставлю кресло в зеленой зоне сада, чтобы глаза только на зеленое смотрели, отдыхали. Но не тут. Кстати, я эту зону, дорожку вчера сделала, сейчас покажу, когда будем идти, как тут стало красиво. Надо сказать, что зона отдыха предусматривает, конечно же, приватность. То есть закрыт от чужих взглядов, от соседей, от своих, может быть, даже родных и близких, скрыться. Уединенность, потому что людям нужно какое-то место, где он наедине сам с собой построит планы, сделает какие-то выводы прошедшего дня или что-то будет придумывать. Поэтому предусматривайте, чтобы были какие-то высокие деревья. Ну или сажайте, которые в перспективе будут высокими. По дороге к дому я хотела тоже приватности, закрыться от большого желтого дома соседей. Дуплекса, там еще 2 семьи. Поэтому тут я посадила ели. Вон там будет подрастать такой же большой пирамидалис, закроет. И в перспективе у меня там еще магнолия посажена, потому что дерен Кауза Сатоми, он
не такой уж и высокий. Большой приватности не будет. Гортензии тоже не сильно закрывают, особенно в зимний период. Поэтому я предлагаю хвойные. Хвойные закроют любую зону и зону отдыха в том числе. Ну, а тут я вчера, смотрите, можжевельники наконец-то свои дострыгла. И теперь можно хорошо, удобно идти по дорожке к дому. Аллея получилась. Замульчировала все, чтобы уход был минимальный. Мульчировала корой мелкой фракции. Мелкой, потому что дешевле, и она больше, толще слоя рассыпается. Опять же, тема дорожек. В зону отдыха должны быть дорожки. Ну, или из травы, из такой камешков, галечные какие-то, и щебня, ну, желательно из плитки. Можно просто, конечно, и тропиночку где-то в такой тайный уголок. Дорожки, часто спрашиваете, вот эта дорожка к дому у нас 1,20 м. По ней удобно идти вдвоем. Я где-то прочитала такое правило. Надо обняться двум людям и пройтись по дорожке, размахивая руками. Если будет удобно, значит дорожка правильная. Ну, в зону отдыха дорожки могут быть и уже, конечно. Хочу рассказать первое про вот эту зону отдыха. Я сюда иногда, ну и довольно часто кресло приношу. Кресло стоит у нас под крышей террасы. Ну, в принципе, кресло из ротанга, его можно тут и оставлять, подушки только уносить. Ну, я когда газон кошу, когда тут что-то делаю, убираю, поэтому уношу кресло. Тенек тут обеспечен забором и подрастающими скальными можжевельниками. Сейчас мы туда зайдем, и я скажу, на что стоит обратить внимание, когда вы ту или иную зону отдыха вообще планируете. А так красиво получилось, да? Сесть тут, и недалеко от дома можно принести кофе, чай, и закрыто. Это как раз та зона отдыха, где все почти зеленое, почти. Ну так вот, мы тут с вами в кресле посидим, посмотрим по сторонам, и я вам расскажу. Когда вы ту или иную зону отдыха делаете, как, например, эту, посадите большие деревья. У меня вот тут магнолия скоро закроет вид. Опять же, туя пирамидалис аурел и вторая магнолия. Они будут закрывать от соседских глаз слева эту зону. Почему все зеленое? Потому что у меня сильно много роз. И когда их пестрость и разнообразие сильно взгляд уже путает, и краски устаешь просто иногда от красок, хочется отдыха. Я тут посадила, еще будет, видите, сильберлок расти, пихта корейская, подрастут крупнолистные гортензии, и тут в основном зелень. Единственное, у меня вон там в зоне возле инверсы посажены 4-5 кустов роз. 5 кустов не напрягают, хочу сказать, а большее количество напрягает. Запахи играют важную роль, когда будете оформлять свою зону отдыха. Учитывайте, что ароматы будут или хвойных, или роз, или какие цветы вы любите. Возможно, ромашки. Выбирайте для оформления зон отдыха свои любимые цветы, которые будут вам не надоедать, а радовать, когда вы на них смотрите. Созерцание прекрасного. В Японии даже, вы знаете, что экскурсии водят в сады роз, в сады, когда цветут сакуры, созерцание, любование цветами. Поэтому я тут почему часто бываю. Вот эти несколько роз мне нравится даже издали смотреть. Это роза Гёте. И опять же на фоне хвойных. Астильбы уже постепенно отцветает. Сейчас, кстати, включен капельный полив. Капает трубка капельная. Очень жарко. Так, эта роза я забыла, как называется.
Вот интересная, красивая роза. Это Circle of Life, колесо, круговорот жизни, колесо жизни. Так вот, по растениям высаживайте в зону отдыха. Не надо дорогие какие-то сверхмодные растения. Выбирайте те, что вам нравятся. Вот у меня тут хосты, допустим, посажены. И хосты одинаковые, и они мне нравятся. Цвет зеленый с белым не напрягает глаз. Рододендроны. И опять же, сезонность. Видите, весной тут были красиво цвели рододендроны. Сейчас зацветают лилии. Уже вот-вот расцветут. Розы цветут. Потом зацветут гортензии белым красивым. То есть идет смена цветов и смена небольшая цвета сада. Белый и зеленый – это классическое сочетание, поэтому я советую в зоны отдыха выбирать все-таки гортензии, наверное, а не розы. Гортензии приятней глазу и красиво смотрятся. И большие, и маленькие. Сорт я, наверное, советую вам один какой-то выбрать. Тогда будет красиво. Хотя у меня в этой зоне насажено разных всяких гортензий. Значит, вы поняли зону, которую хотите приватно отдохнуть, уединиться. Выбирайте в зеленом цвете. Зеленый с белым. У меня даже хосты зеленые с белым. Ну, а сейчас пойдем в ту зону, которую, я показываю, но не так часто. Это зона среди роз, кокон качеля. Бабочка на рододендроне какая-то совсем малепусенькая, маленькая. Хотела вам сказать, пока мы будем идти к качеле в розах, что у нас есть, конечно, огромный такой зонт для отдыха. Белый, со стационарной такой подставкой, очень тяжелой. И можно было бы его поставить. Сейчас он у нас лежит без дела, потому что Света то туда ставит кресло, то сюда. И Вадим Петрович сказал: все, носить по саду зонт за тобой я не буду. Ну, а вот и зона отдыха, к которой мы постепенно подошли. Это зона арка в розах. Тут мы поставили кокон. В дальнейшем, конечно, тут будет плитка, возможно, столик. Я сюда приносила столик, а потом относила. И Вадим Петрович говорит: все, пока дорожек нету, столик тут не будем туда-сюда носить. Что я тут сделала не так? Все хорошо. Заднюю стену я туями смарагд оформила, посадила розы, которые мне нравятся, что очень важно. Те, которые будут вас радовать. Что сделала не так? Я посадила очень ароматные розы, которые привлекают пчел. В этом году я эту розу обрезала. На заднем плане гирлянд Амур отцвел. Я его еще не обрезала. Выбирайте розы, которые не привлекают количество большое насекомых, чтобы было приятно и красиво тут находиться, безопасности для здоровья. Когда тут находишься, открывается взгляд на розовый круг, на розы, что ароматом очень радует. Аромат, кто любит, для кого важен приятный аромат, значит, садите, или в кашпо можно в этих зонах посадить розы. И потом, если куда надо, переставить их. Опять же, зеленые стены создавайте растениями, которые не мусорят листвой, не опадают часто. Опять же, это хвойные. Советую хвойными растениями. Красиво вот эта зона тут смотрится так, особенно когда подрастут елочки, подрастут наши пихты, лилии вот-вот зацветут. Ну, а мы медленно в другую зону отдыха. Скажу честно, тут я люблю сидеть по утрам.
не ранним утром. Ранним утром я сижу вон там в кресле качалки. Мы ее сделали совсем недавно. И самое удобное, самое любимое. Потому что тенек от крыши, ничего никуда носить не надо. Там можно посидеть, рано утром попить кофе, посмотреть на сад. Сейчас я вам покажу, какой вид открывается и оттуда. А на лавочке люблю немножко позже, когда солнце подвигается, и ива закрывает нам солнце. Опять же, тенек создает, и очень приятно и удобно тут сидеть. Так, сейчас у нас тут лежат поддоны, мы ждем строительные материалы. А вообще у меня в этой зоне, смотрите, растет шикарная гортензия на штамбе. Это Skyfall, астильба и хвойная композиция, которая, ну, отлично, на мой взгляд, смотрится в любое время года. Хвойные растения. Значит, тень я предусмотрела ивой. Растения ароматные, астильба немножко пахнет. И розы вот из этой клумбы. Сейчас я вам сяду сюда и покажу, какой вид мне открывается. Вот так сидишь, смотришь. Тут столик стоял. Столик мы убрали на террасу. У нас 3 террасы. Одна деревянная, на которой тоже есть зона отдыха с шезлонгом. Покажу вам. А тут я сижу, смотрю на розы, думаю, строю планы. Что еще важно в зонах отдыха? Чтобы за растениями был простой уход. Вот, допустим, на этой клумбе у меня растут опять же хвойные, которые надо стричь 1 или 2 раза в год. Ну, в зависимости от того, что у вас выстрижено. И вахакура нишики. Ну, его надо на штамбе. Ну, это у меня куст, я рассказывала, это не на штамбе дерева, а куст, который я в маленькое такое деревце на ножке оформила. И туда пошли, опять же, розы. И вот так туда посмотришь, сюда посмотришь. Так вот, выбирайте растения, за которыми не надо с утра до вечера ухаживать. Ну, например, петунии. Их постоянно надо обрывать цветочки, поливать. Желательно прям на сильном солнце, им тоже жарко. Я вот 3 года в кашпо садила петунии, и они у меня и тут стояли, и там. И я от этого как-то постепенно ушла, чему несказанно рада. Теперь у меня розы, в кашпо растут розы. И вот следующая зона отдыха. Вот это качеля. Отличное место, я вам скажу, получилось. И очень спонтанная покупка такой качели была. Удобно. Удобно. И мне нравится. Украсила эту зону розами в кашпо. Я вам рассказывала и по сортам показывала. Кока-лока цветет, отцветает. Тут на них немножко тень, видите, от дома. И получается зона отдыха с минимальным уходом. Кстати, вот роза Джульетта, по-моему, да, такая красивая расцвела. Ну и сейчас пройдем в следующую зону отдыха, там, где шезлонг. Покажу вам оттуда, какой вид. Кстати, вот, обещала, когда я в качеле сижу, что я вижу. Вот такой сад я вижу. Рано утром. Поддоны деревянные не будем смотреть. Разглядываю, смотрю. Днем хорошо, видите, на лавочке сидеть. Там тенек. Ну, идемте в зону отдыха с шезлонгом. Ну и когда захочется выйти из дома и посидеть на улице, и недалеко от дома, вот такая зона отдыха на террасе. Тут сейчас тенек, когда во всем саду жара и солнце большое. Цветут розы. Лестницу мы вот-вот начнем делать с этой стороны. Тут у меня плетистые розы посажены. Я люблю розы, поэтому я этими растениями оформила эту зону с шезлонгом. Розы в кашпо убрала на крыльцо. Одна тут стоит. Почему убрала? Потому что утром тут сильно
много солнца, и мне их приходится 3 раза в день поливать. Там возле крылечка я только раз в день их поливаю. Розы у меня тут всякие разные. Вот это роза цикламен. С той стороны Пьер и цикламен. И много разных. Такая зона уютная. Тут не надо ни зонтика, ничего. Единственное, эта зона у нас будет, ну, не постоянно. Тут будет дом, зимний сад. Поэтому это временная зона отдыха. Скоро гортензии распустятся. Будет красиво. Что я хочу сказать в завершении, как резюме такое. Выбирайте растения для зон отдыха немного. 2-3. Те, которые вам нравятся по аромату, по цвету, по форме, за которыми легко ухаживать, повторюсь, чтобы вы не, как видели видео, присела девушка чай попить на крылечко, а потом увидела, что травинка где-то растет, и побежала работать в саду. Только вечером вспомнила, что ее ждет чашка. Так вот, чтобы в зоне отдыха мы только с вами сидели, отдыхали, наслаждались красивыми видами по саду, чтобы любовались трудами своими, что мы не зря все это делаем, и это приносит нам наслаждение. Кстати, роза Джульетта слегка ароматна, не сильно. Делитесь в комментариях, какие зоны отдыха удачные у вас получились, какие вы растения там садили. Будет интересно почитать, узнать, может быть, что-то для себя запланировать. Мне, например, нравится сочетание гортензий хвойные. Очень нравится, потому что зеленое и белое — это, опять же, повторюсь, классическое сочетание. Сильно яркие растения я бы не советовала в зоны отдыха. Яркие розы, яркие какие-то кустарники, краснолистные. Мне кажется, лучше в проходных зонах, там, где ты проходишь, где они не напрягают взгляд. А в зонах отдыха спокойные цвета нужны. Ну, это мое такое мнение. Вот так сажайте то, что вам нравится. Пишите в комментариях свои мнения, отзывы. Надеюсь, прогулка по сегодняшнему саду, по зонам отдыха вам понравилась. Вы взяли для себя что-то полезное, интересное. И просто погуляли со мной по такому жаркому саду. Всего хорошего. Посмотрим, что будем рассматривать в следующем видео. До встречи!